Приветствую всех! С вами Валентина Лыкина. В этом видео мы начнем вязать многоцветную сумочку под названием Валентина. Хочу заметить, что сейчас такие сумки на пике популярности, и я думаю, эта модная тенденция сохранится еще не один сезон. Ну а для нас это повод ликвидировать остатки пряжи от предыдущих проектов и получить модную сумку своими руками. Размер данной сумки следующий. Ее ширина составляет 20 сантиметров, высота 19 сантиметров и глубина донышка составляет 8 сантиметров. Для такого размера сумочки мне потребовалось всего 360 грамм шнура карамель. Характеристика данной пряжи сейчас на вашем экране. Поговорим более детально о расходе пряжи. Как я уже сказала, 360 грамм шнура карамель понадобится. Из них 50 грамм уйдет на донышко, а все оставшееся на корпус сумки. И сейчас мы будем разговаривать только про корпус сумки, где у нас используются разные оттенки. А именно я их подобрала всего 8. Каждого цвета ушло по-разному. Поэтому составила табличку. Сейчас она на вашем экране, где написала расход пряжи в граммах. И расход составляет от 35 до 45 грамм. Хочу заметить, что в 45 граммах примерно 17 метров шнура карамель. Также для вашего удобства указала оттенки, которые использовала. Единственное, я точно не знаю, какие вот эти цвета два, так как вот эти моточки я получала в коробке карамель бокс, а там цвета не подписываются, поэтому выбрала на сайте более-менее подходящие и указала в таблицу. Вы можете использовать абсолютно любые оттенки, которые вам нравятся. Единственное, нужно будет корректировать на схеме и понимать, где какой у вас оттенок. Для вязания я использовала крючок номер 5, а также применила фурнитуру, клапан небольшой и ремешок. Кроме этого, еще для сумочки понадобятся разъемные кольца диаметром 2,5 либо 2 сантиметра. Я использовала диаметр 2 сантиметра. Мне показалось для этой сумочки этот размер самый оптимальный. Где приобрести материалы, ссылочку на сайт производителя я для вас оставлю в описании. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте подставку для пряжи. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Ссылка на мастер-класс по изготовлению такой подставки для пряжи ждет вас в описании под этим видео. Приступим к вязанию. Для начала необходимо подготовить овальное донышко для будущей сумочки. Я выполнила их два. Одно из шнура, второе из трикотажной пряжи. Вязала я их абсолютно одинаковым способом, но размер получился разный. За счет того, что шнур имеет толщину 5 мм, а трикотажная пряжа 7. И давайте сразу замерим, какая разница в размерах получилась. Донышко из шнура имеет длину 19,5, ширину 8,5. Донышко из трикотажной пряжи имеет длину 23,5, ширину 10 сантиметров. Как я уже говорила, вязала я их одинаковым способом. Отмеряла вспомогательную нить около 50 сантиметров. Набирала цепочку из 14 воздушных петель. Провязывала 4 ряда и выполняла обвязку по всему периметру соединительными столбиками. Далее заправляла ниточку в полотно и отпаривала хорошенечко для того, чтобы расправить все петли. Для того, чтобы связать такой овал, выполнить обвязку и ВТО, у меня на канале
ждут вас в видео. Переходите по ссылочкам в описании под этим мастер-классом. После, когда вы все это сделали, нам необходимо выполнить разметку овала. Найти серединки на закруглениях и нанести маркеры, а также найти на одной и второй стороне тоже серединки и нанести также маркеры. В итоге у вас должно получиться 2 маркера на закруглениях и 2 маркера на противоположных вот этих сторонах. После мы переходим на формирование стенок сумочки. Для вязания многоцветной сумочки вам необходимо подготовить 4 клубочка пряжи. То есть вы берете за основу необходимое количество пряжи определенного цвета, делите на 4 части и сматываете в клубочки по отдельности. Затем для того, чтобы ваши ниточки не путались между собой, вы можете использовать любые коробочки. Банки, например, найдутся в каждом доме. Можете использовать баночки, контейнеры, все что угодно для того, чтобы разделить клубочки и чтобы они у вас при вязании были по отдельности и не перепутывались между собой. И переходим уже к следующему видео, которое посвящено вязанию корпуса сумки.